Приветствую на своем канале, я Шимет, а это четвертая часть по созданию своей игры в Construct 2. И в этой части я расскажу, как сделать и монеты, прогресс-бар, но также различные препятствия по типу шипов или стен. Ну, а мы начинаем. Первым делом давайте создадим прогресс-бар. Для этого давайте нажмем правой кнопкой мыши и создать новый объект. Далее выбираем прогресс-бар, но до серии я уже его создал, поэтому в моем случае я просто перетащу его на экран. Данный прогресс-бар будет отмечать, сколько монет мы собрали. Но как же он будет это делать, если даже монет еще нету? Поэтому давайте их создадим. Нажимаем на спрайт и загружаем сюда картинку нашей монеты. В моем случае я загружу сразу несколько, поскольку я хочу сделать анимацию. Если вам интересно, как сделать собственную анимацию для какого-то объекта, то просто перейдите в описание, там есть ссылка на плейлист. Третий урок, он как раз таки про анимацию. Отлично, все готово. Теперь давайте разместим данные монеты на уровень. И, к примеру, пусть будет 5 монет. То есть, если мы их соберем, то мы пройдем наш уровень. Но теперь давайте перейдем в Event и перевяжем наши монеты к прогресс-бару, чтобы он отмечал, сколько мы их собрали. Итак, первым делом давайте сделаем так, чтобы монеты уничтожались после того, как мы к ним прикасаемся. Для этого все очень просто. Монета из Collision Another Object, наш персонаж и Destroy. Таким образом мы собираем, и как вы видите, у меня монета исчезает. Ну а теперь давайте настроим прогресс-бар. До серии я уже попробовал, и у меня получилось. Наш механизм будет работать на том, что когда наш персонаж прикасается к монете, и наш прогресс-бар получает 1 очко в параметре M. Чтобы создавать эти параметры, просто нажмите на нужный объект, вот тут справа, и слева вы увидите здесь параметр Variables. Создаем новый, для этого просто нажимаем на плюсик, пишем название, и в принципе все. Как вы видите, эта серия я уже попробовал и создал параметр M. И каждый раз, когда наш персонаж будет касаться монету, то наш прогресс-бар будет получать 1 очко. С каждым очком он будет заполняться на 1 единичку. То есть, если прогресс-бар имеет 1 очко, то он заполнен на 1. Если 2, то на 2 и так далее. Таким образом, вы можете заполнять его постепенно. То есть, если вы собираете 1 монету, то у вас заполнен на единичку. Проверка, и как вы видите, мы собираем, и сверху шкала автоматически заполняется. Так что все работает. Ну а также давайте сделаем альтернативный способ отображения количества наших монет. В данном случае с помощью текста. Чтобы это сделать, создаем новый объект и загружаем сюда картинку, к примеру, монеты. Ну а также создаем новый объект, текст, и устанавливаем рядом с нашим спрайтом. Также желательно все это размещать на слой UI, чтобы объект всегда оставался на экране. Сам текст можно редактировать, изменять название, размер, шрифт и так далее. Вы здесь можете сами поиграться, что-нибудь написать, но я, к примеру, напишу -0 из 5, то есть мы должны собрать 5 монет. Далее переходим в Event. Но теперь мы должны создать глобальную переменную. Это вроде того, что мы ранее создавали, но она будет относиться к именно уровню, а не конкретному объекту. Данная переменная будет обозначать количество наших монет. Теперь, возле последнего события, создаем новое. System, add2 и наша переменная, и, к примеру, 1. Таким образом, мы будем получать 1 очко за каждую пойманную монетку. Создаем новое событие. Выбираем System, EveryTick. Далее выбираем наш текст и выбираем такой параметр, как setText. Для начала напишем сам текст. В моем случае это монеты, двоеточие и желательно поставить пробел. Далее устанавливаем этот знак и пишем название нашей переменной. В моем случае money. И также закрываем этим же знаком. Далее мы все это огораживаем двойными скобочками и желательно писать /5.
И получается у нас монеты двоеточие, значение в переменной money и /5. Также можно просто удалить первый текст монеты двоеточие, если вы хотите оставить только цифры. И как вы видите, у меня все работает, и вы можете использовать один из этих двух способов для отображения какого-то прогресса. Далее давайте попробуем сделать препятствие. Первое, это у нас будет обычное препятствие, в котором будем ходить и прыгать. Создаем новый объект и даем ему параметр в behaviors soil. Таким образом он превращается в поверхность, по которой можно прыгать и ходить. Далее создадим новый объект, который будет уже опасным препятствием. В моем случае я решил создать шип. Если на который ты наступишь, ты уничтожишься. Для этого просто давайте куда-нибудь его разместим и далее перейдем в Event Sheet. Создаем новое событие. Если наш ship is collision with another object наш персонаж, то наш персонаж destroy. Так, проверочка, и наш персонаж умирает. Все работает, очень круто. Теперь давайте попробуем создать сам уровень и разместим все эти шипы, блоки и так далее, чтобы это все выглядело максимально красиво. Но также давайте сделаем новый объект дверь и в следующей части дадим ему функционал. Ну что, проверим наш уровень. И да, все отлично работает. Мы прыгаем по платформам и стараемся не затронуть шипы. Параллельно собираем монетки. Но пока нет никакого финиша, и единственное, что мы можем сделать, умереть. Но на этом я закончу это видео. Надеюсь, оно было вам полезным и вы узнали что-то новое. А также надеюсь, что в итоге у вас получится полноценная крутая игра. Также вы можете в комментариях задавать вопросы, и я постараюсь на них всех ответить. Ну а всем пока, с вами был Шумет, удачи!